Привет, друзья! Сколько же получает на самом деле начинающий блогер на YouTube? Может $100, может 200, 300, может больше, может вообще копейки получает. Как раз в этой серии я хочу вам показать на своем реальном опыте, сколько можно получить денег начинающему ютуберу от партнерской программы YouTube. Я это видео хотел давно снять, но не снимал его по той простой причине, что я пока реальных денег не получил. И сегодня я получил первые реальные денежки. И в этой серии я именно вам покажу помесячно, по дням, сколько я зарабатываю в день, в месяц. Чтобы вы имели об этом представление. Если это видео вам окажется полезным, просьба подписаться на мой канал. Под видео красная кнопочка подписаться, чтобы не пропустить новых интересных серий. Если у вас будут какие-то вопросы, замечания, пожелания, пишите в комментариях, обязательно отвечу. Я все комментарии читаю. Ну теперь погнали. Все вы знаете, а кто не знает, еще раз повторюсь, что чтобы подключиться к партнерской программе YouTube, или простыми словами, как у нас заведено, к монетизации, чтобы монетизировать наши ролики, для этого нужно нам набрать 1000 подписчиков и 4000 часов просмотра в течение года. Когда мы эти параметры набираем, у нас появляется функция, которая позволяет подать заявку на монетизацию. Чтобы на этом долго не останавливаться, я в описании скину ролики, как подключиться к AdSense, как подключить монетизацию, сколько идет рассмотрение, как получить пин-код. Это я вам скину все в описании. А теперь к главному. Сколько же зарабатывает на канале начинающий блогер? И стоит ли вам открывать свой канал? Я хочу рассказать все честно, как оно по-настоящему приходят деньги. Именно реальные деньги, которые я получил. Когда вам одобрили монетизацию, то в нашей творческой студии в разделе «Аналитика» у нас появляется вкладка «Доход». Пока монетизации нет, у вас этой вкладки не будет. Итак, переходим на нашу вкладку «Доход». Сколько же получает начинающий блогер? Давайте возьмем за последние 28 дней. Обычно статистика автоматически показывает за 28 дней. Мы можем выбрать любой период, но по умолчанию это 28 дней. Давайте возьмем последние 28 дней. Значит, в вкладке «Дохода» есть три параметра. Это расчетный доход, доход на 1000 просмотров и цена за 1000 показов по воспроизведениям. Что это за метрика? Что это за статистика? Итак, по порядку. Цена за 1000 показов по воспроизведениям. Это общая сумма. Если мы наведем курсором на эту вкладку, то нам рассказывает, что это такое. Цена за 1000 показов по воспроизведениям – это сумма, которую рекламодатели заплатили за 1000 показов своих объявлений в ваших роликах. Теперь своими словами расскажу. Например, в ваши ролики рекламодатель вложил $10. Ну, образно говорю, $10. Эти $10 распределяются так. 55% YouTube отдает вам и 45% забирает себе. Но помимо этого, да, с этих денег взимаются налоги, высчеты. А уже реальный ваш доход, чистый доход, вот он появляется в этой вкладке «Расчетный доход». Тут таки описывается, что ориентировочный чистый доход транзакции и рекламы продан через Google за определенный период в одном регионе. Итоговая сумма корректируется в конце месяца. Вот это есть уже ваш чистый доход. Вот эти 55% с вычетом всех практически налогов. Я потом дальше расскажу, какие еще налоги снимают. Доход на 1000 просмотров. Это та сумма, которую вы получаете. Но здесь, естественно, здесь просто показывается именно тот доход на общее количество роликов. Не только коммерческие просмотры. Потому что раньше было, я смотрел других блогеров, раньше был раздел «Коммерческие просмотры». И там можно было увидеть, сколько платят за коммерческие просмотры. Сейчас такого нету, но, по крайней мере, я такого не нашел. Сколько искал, не мог найти, где именно метрика по коммерческим доходам. Есть просто общий доход. Например, ваши ролики просмотрели 1000 раз, но коммерческих просмотров было, например, там 800. И эта сумма делится на 1000 просмотров, хотя коммерческих было 800. И потому здесь может быть меньше. Если бы здесь были именно коммерческие просмотры, например, если была такая метрика, то здесь где-то было, по моим подсчетам, $15, $20. Но так как такой метрики нету, есть общее число, в том числе нет монетизированных просмотров, здесь вот такая вот сумма. Что такое коммерческий просмотр?
Вы, наверное, много смотрели роликов по этой теме, и вам блогеры говорили, что коммерческий просмотр – это когда зашли на ваш ролик и посмотрели рекламу не менее 30 секунд. Да, неправда все это. Коммерческий просмотр – это тот, в котором показалась реклама. Неважно, посмотрел человек эту рекламу, пропустил, или только начал ролик и сразу выключил, но была показана реклама. Это считается коммерческий просмотр. Это я вам честно говорю, вы можете проверить, когда у вас уже будет монетизация. Ну, это считается коммерческий просмотр. Потому что почему не всегда есть коммерческие просмотры, то есть не всегда показывается реклама. Почему? Иногда бывает так, что YouTube не может именно в то время, которое человек смотрит, подобрать ту рекламу. Это раз. А во-вторых, есть много стран, в которых нет монетизации. У них нет партнерской программы, и, естественно, они рекламу не крутят. То есть человек просмотрел, в стране никакой рекламы нету, и, естественно, это вам не будет коммерческий просмотр. Вот, например, у меня есть просмотры с Узбекистана, с Таджикистана, с Киргизстана. Ну, довольно-таки достаточно просмотров, но они не приносят мне абсолютно ничего. Полный ноль. Это потому, что у них нет партнерской программы, и рекламодатели не размещают в этих странах свою рекламу. Мне бывает и 1000, и 2000 просмотров в месяц от этих стран, но от этого я ничего не имею. Дальше с этим разобрались. Потом есть такой раздел «Расчетный доход с разбивкой по месяцам». Тут можно посмотреть, сколько я зарабатываю по месяцам. Я подключил монетизацию в апреле, потом пошел май, июнь, июль, август. И вот вы видите, какие у меня доходы были за месяц. На начальном этапе, повторюсь. Надеюсь, дальше будет у нас больше. Тем более я попал в такой сезон, в который рекламодатели не очень активны. И зрители тоже. То есть мало просмотров и маленькая цена за рекламу. Да, кстати, вернемся к цене. Хотел показать. Цена сдачи показов по воспроизведениям. Здесь играет роль, сколько стоит реклама на данный момент. Сегодня, например, 2 числа она будет стоить $2.14 за 1000 просмотров, да? А завтра может быть 3 стоить или 4 стоить. Иногда бывает у меня, что у меня 700 просмотров в сутки, но вот этот показатель у меня, например, $4, то, естественно, я больше получу, чем то, когда у меня будет просмотров 1500, но этот показатель будет $1,5 за 1000 просмотров. То есть это зависит от рекламы, от рекламодателей. Какая цена рекламы? У них она по аукциону идет. Бывает дешевая, когда мало рекламодателей заказывает. Бывает дорогая, когда много рекламодателей заказывает вашу рекламу. Особенно это, когда начинается рабочий сезон, осень, октябрь, ноябрь, декабрь. Тогда реклама очень дорогая. И обычно в этот период блогеры зарабатывают больше денег по этому показателю. Я попал как раз на лето, то у меня показатель вот такой, как вы видите. Дальше показаны самые прибыльные видео, которые смотрят. И источники дохода. Расчетный доход от рекламы и доход от YouTube Premium. Если я просто с Украины, то у нас нету ни суперчатов, ни спонсорства. Если вы из других стран, Россия, то у вас еще будут здесь добавлены другие источники дохода. Такие как суперчаты и спонсорство. Вот здесь доход от транзакций, это как раз и есть это спонсорство и суперчаты. Ну, есть типа объявления. Объявления с возможностью пропуска, объявления заставки, медийные объявления, объявления без возможности пропуска. Если мы посмотрим за весь период, то, как видите, у меня монетизация была подключена 10 апреля. До этого монетизации не было. Как я рассказал в своих роликах, что это достигал 11 месяцев. И только на 11 месяцев пошла монетизация. Вот видите, она кривая. Тут невозможно угадать, какая будет монетизация. Вот пошло вроде вверх, тут вниз, вниз, тут опять вверх. Тут некоторые выстрелы было. Это когда реклама была в тот момент, на тот день дорогая. Если взять среднее число, то в день у меня получается где-то около $1 я зарабатываю. Дальше. Вот эта сумма, расчетный доход, когда проходит конец месяца, то на следующий месяц, где-то с 7 по 15 число, вот эта сумма переходит в AdSense, то есть в кошелек YouTube. Вот везде здесь по нолям, он так и будет по нолям, кроме этой вкладки «Баланс». Здесь у вас баланс будет переходить ежемесячно именно в эту вкладку. Здесь будет по нулям, потому что это именно для сайтов. А для YouTube вся аналитика вот здесь находится. А в AdSense она переходит только в баланс. Так как у меня последний доход был $102, я достиг этого показателя, который можно снять, который переводится
на карту, потому что если у вас 100 долларов нету, вы эти деньги снять не сможете. Вот у меня последний платеж 102 доллара. Это перешло мне на карту. Как только оно перешло, баланс снова обнулился, потому что до этого сумма здесь была, вот эта сумма была вот здесь. Баланс обнулился, это означает, что эти деньги мне переслали уже на карту. Если мы посмотрим платежи, сколько с нас сняло налога. Вот, посмотреть сведения о транзакции нажимаем. Посмотреть сведения. И нам показывает, что автоматический платеж был совершен 102 доллара 41 цент. Вот это как раз тот доход, да, в тот период у меня была такая сумма вот именно здесь. Она перешла в Google AdSense, налогом мне сняли 12 центов всего с этой суммы, и там 50-60 центов мне сняли за перевод. Опять, смотря какой банк, я вам в следующих сериях расскажу, как подключить Google AdSense к Приватбанку. На мой взгляд, Приватбанк, во-первых, банк-посредник не берет никакой комиссии, и практически вся сумма, которую вы заработали вот здесь, вам она перейдет на карту. Мне как раз платеж пришел 21 числа. Да, по платежам. Как платежи? Платежи переводятся на следующий месяц. Например, в июле вы достигли порога 100 долларов. С 7 по 15 августа вам эти деньги переведутся на AdSense, на ваш баланс. Вот сюда. И с 21 по 25 августа вам переведутся эти деньги на вашу карту. И только после этого я получил первые реальные 100 долларов. Много это или мало, вам решать, но тем не менее приятное событие, когда какая-то копейка пришла. Ну, если подводить итоги, то в среднем начинающий блогер, когда достигнет этих показателей, 1000 подписчиков и 4000 часов просмотров, будет примерно получать, ну, у меня образовательный канал, если, например, канал развлекательный, это будет меньше. У меня на данный момент, ну, почти, грубо говоря, 2000 подписчиков. Ну, я смотрел других блогеров, которые показывали свои доходы. У них другой контент, особенно если развлекательный контент, то у них на порядок меньше. У них эта сумма 5, 6, 7 долларов, иногда 3 доллара в месяц. Ну, так как у меня образовательный канал, то у меня вот на начальном этапе от 2000 подписчиков вот такие вот доходы. Есть куда расти, есть к чему стремиться. Я думаю, вы примерно поняли, как происходят выплаты. Если у вас как-то по-другому или, возможно, какие-то возникнут вопросы, пишите в комментариях, я обязательно отвечу. Итак, вы посмотрели, сколько может заработать начинающий блогер, сколько к этому идти. И вы уже задумаетесь, стоит ли вам заниматься ютубом или не стоит. Ну, это только начало. У меня, сами видите, только 1700 подписчиков. То для начинающего блогера я считаю, что это нормально. А на этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч.